Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео четвертая, заключительная часть по вязанию вот такой девочки фиалки. В первых трех частях мы уже связали тело девочки, связали ей волосы, оформили личико. Сейчас нам остается только нарядить эту красавицу, связать ей платье, туфельки и вот такие цветочки на волосы. Кто не видел еще этот мастер-класс, переходите в описание под видео, там есть все ссылки на первые части. У кого уже готова малышка, давайте будем ее скорее наряжать. Приятного вам вязания! Начинаем вязать платье. Вяжется оно сверху вниз от светлого цвета, потом будем переходить к темному. Набираем 28 воздушных петель. Первая, вторая, 26, 27 и 28 воздушная петля. Это у нас основная часть. Сейчас по этим 20 воздушным петлям мы будем провязывать первый ряд. Но набираем еще 6 воздушных петель для петельки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Все, теперь начинаем вязать с 7 петли. Первый ряд. Провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше мы вяжем 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Второй раз вяжем. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Повторяем так всего 6 раз. Вязали, теперь довязываем оставшиеся 2 столбика. Первый и второй. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Вяжем в обратную сторону. В первом ряду у нас получилось 34 столбика. Вяжем следующий ряд, второй. 2 столбика без накида. Первый, второй. Далее провязываем 4 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и прибавка. Довязываем так необходимое количество. Вязали. Теперь вяжем оставшиеся 2 столбика до конца ряда. Первый и второй. По петлям цепочки, где было 6 воздушных петель, мы не вяжем. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Во втором ряду получилось 40 столбиков. В следующем третьем ряду мы уже будем разделять вязание на рукава. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Набираем 7 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Теперь на вязании во втором ряду мы пропускаем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Начинаем вязание с 9. Первый столбик провязали. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 столбик. Это у нас идет передняя часть платья. Снова набираем 7 воздушных петель. Пропускаем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. С 9 провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой.
Воздушная петля, вязание разворачиваем. Вот что у нас с вами получилось. Петли рукавчика мы теперь пока оставляем, их не трогаем, вяжем по воздушным петлям вниз. Следующие 2 ряда, это 4 и 5, провяжите по 38 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь по воздушным петлям мы вяжем, захватывая половину петли. 1. Обязательно считайте, чтобы не пропустить. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. И так вяжем 2 ряда. Просто без прибавок, без убавок. В конце каждого ряда мы делаем воздушную петлю и вязание разворачиваем. Все, провязали эти 2 ряда по 38 столбиков. Следующий ряд 6. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 17 столбиков без накида. 1, 2, 16, 17 столбик. Вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Сейчас в этом ряду у нас с вами добавилось 2 петли и получилось 40 столбиков. Следующий ряд 7, провяжите 40 столбиков без накида. Довязали, воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий ряд вяжем 8. 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 19 столбиков без накида. 1, 18 и 19 столбик. Провязываем прибавку. И вяжем до конца ряда 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь нам нужно с вами снова вывязать петельку. Первая петля воздушная, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вязание разворачиваем и вяжем с 7 петли следующий ряд. Это у нас идет 9. Мы провязываем 42 столбика без накида. Довязали ряд, воздушная петля и вязание разворачиваем. Дальше мы с вами вяжем отверстие для цепочки. Вот такой желтенький. Нам нужно сейчас с вами провязать 2 столбика без накида. 1,
второй. Теперь мы вяжем 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем. Первый, второй, начиная с третьего. Снова провязываем первый столбик, в следующую петлю второй. Опять набираем 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, с третьего вяжем первый, второй. 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем. И так вяжем весь ряд. Заканчивается у нас ряд на том, что мы провязываем 2 столбика без накида. Второй столбик до конца не довязываем. Оставляем на крючке 2 петли. Берем нить более темного цвета. И уже довязываем столбик новым цветом. Здесь все подтягиваем. Сейчас эти хвостики можно будет сразу же ввязать. Всю эту верхнюю часть платья мы с вами провязали столбиками без накида. Дальше вяжутся столбики с накидом. Для этого в конце ряда набираем 2 воздушные петли и вязание разворачиваем. Следующий ряд весь мы вяжем из прибавок. Получается, с первой петли вяжем первый столбик с накидом, в эту же петлю второй. Также во вторую петлю 2 столбика с накидом. Весь ряд состоит из прибавок. Там, где у нас с вами были 2 воздушные петли, так же, как я показывала под рукавчиком, мы захватываем одну полупетлю, вяжем в нее прибавку. И от следующей также захватываем полупетлю. Получается, что в предыдущем ряду у нас с вами было 42 столбика без накида. Этот ряд вяжем полностью с прибавками, и у нас получится 84 столбика с накидом. Довязали этот ряд с прибавками. Теперь нам нужно соединить вязание в круг. Для этого мы присоединяемся между первым столбиком с накидом и 2 воздушными петлями. Соединительным столбиком. Дальше набираем 2 воздушные петли и вяжем следующий ряд, состоящий из столбиков с накидом. Получается, следующие 5 рядов с 12 по 16 мы провязываем по 84 столбика с накидом. В конце каждого ряда делаем соединительный столбик и 2 воздушные петли. 5 рядов провязали, теперь заканчиваем этот ряд. Делаем одну воздушную петлю, одну пропускаем, во вторую провязываем 5 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь снова одну пропускаем, во вторую вяжем соединительный столбик. Снова одну пропускаем, во вторую вяжем 5 полустолбиков с накидом. Хотите столбики с накидом вяжите, сильно разницы нет. Просто будет чуть подлиннее. Все, одну пропускаем, во вторую соединительный столбик. Одну пропускаем, во вторую 5 полустолбиков с накидом. И так чередуем весь ряд. Довязали почти до конца ряда. Теперь у меня осталось 3 петли. И есть вариант либо просто сделать соединительный столбик и останется такое небольшое расстояние. Либо же сейчас можно сделать соединительный столбик прям в следующую, не пропуская. И теперь вот в эту серединку провязать 5 полустолбиков с накидом. Так, 4 и 5. И соединительный столбик в первую петлю. Вот так я закончила этот ряд. Воздушная петля, нить вытягиваем, обрезаем, хвостик прячем.
вами нужно обвязать рукавчики по такому же принципу, как вязали низ платья. Получается, присоединяемся к первой петле. Провязываем воздушную. Дальше одну пропускаем, во вторую петлю провязываем 4 полустолбика с накидом. Второй, третий, четвертый. Соединительный столбик в следующую петлю. Одну пропускаем. Снова вяжем 4 полустолбика с накидом. Соединительный столбик. Я не пропускаю сейчас, сразу же за этой нашей обвязкой. Все, теперь один пропускаем. И во вторую снова провязываем 4 полустолбика с накидом. Сильно много размещать вот этих вот пиков не нужно, потому что иначе потом она будет сильно заворачиваться вверх. Поэтому вот так 3 штуки на один рукавчик будет достаточно. Все, теперь соединительный столбик в уголок. Получается вот такой рукавчик. Второй вяжем точно так же. Платье довязали. Вот так оно у нас выглядит. Пришили пуговички. Теперь набираем цепочку из 90 воздушных петель. Края я обрезала. И продеваем. Располагаю я бантик вот здесь, под ручкой. Ну, не совсем под ручкой, возле. Но, в общем, не посередине. Так, оставляем здесь в начале хвостик. И с помощью крючка вот так легко продеваем этот шнурок. Завязываем сначала на узел. Теперь просто делаем бантик. Вот такой. Поправить его просто нужно, чтобы лег красиво. Вот такой получился бантик. На этом платье готово. Давайте сейчас мы с вами свяжем туфельки и сделаем цветочки на волосы. Сейчас мы с вами начнем вязать вот такой цветочек. Покажу подробнее, как он выглядит. Здесь я еще делаю вот такие 2 завязочки. Вяжется несложно. Начинаем мы с серединки, с желтого цвета. Делаем кольцо амигуруми. В кольцо провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и 5. Кольцо затягиваем. Теперь можем желтую нить обрезать. Вот этот хвостик я оставляю длинным, чтобы потом от него связать вот такую небольшую цепочку. Все, берем нить светло-фиолетового цвета. И второй ряд мы уже вяжем фиолетовым. Вводим крючок под первую петлю в кольце. Вытягиваем фиолетовую нить. И сразу провязываем соединительный столбик. Дальше вяжем одну воздушную петлю. В эту же петлю, первую от кольца, мы провязываем 2 столбика без накида. Первый и второй. Набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Во вторую петлю первого ряда мы провязываем 2 столбика без накида. Первый и второй. Снова набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В третью петлю первого ряда также 2 столбика.
первый, второй, 5 воздушных петель. В четвертую петлю первого ряда также 2 столбика без накида. Первый, второй, 5 воздушных петель. И в пятую петлю провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. Подтягиваем сразу все хвостики. Набираем 5 воздушных петель. И провязываем соединительный столбик в первый столбик без накида, который у нас идет светло-фиолетовым цветом. Получилось у нас первый ряд 5 столбиков, второй ряд у нас идет 5 прибавок, и между ними по цепочке из 5 воздушных петель. Дальше мы уже будем вывязывать сами лепестки. Получается, под первую арку из воздушных петель мы провязываем 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 8 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и еще 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. Вот такой у нас получился первый лепесток. Дальше во вторую петлю второго ряда провязываем соединительный столбик. Переходим к вязанию второго лепестка. Они вяжутся все одинаково. Также 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. 8 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. Соединительный столбик во вторую петлю второго ряда. Имею в виду, вот здесь у нас была первая и вторая между лепестками. Вот я присоединяюсь во вторую. Третий лепесток вяжем точно так же, как провязали первые 2. И после того, как провязали третий лепесток, я присоединяюсь в ту вторую петлю второго ряда, но вытягиваю нить уже темно-фиолетового цвета. От светло-фиолетового можно оставить длинный хвостик, или от темного, какой хотите, чтобы потом от него связать цепочку из воздушных петель. Вы выбираете сами, какой вам больше цвет приглянется. Теперь уже фиолетовым цветом мы с вами вяжем также 4 и 5 лепесток. 3 полустолбика с накидом, 8 столбиков с накидом и 3 полустолбика. Соединительная петля. Довязали. Вот такой у нас получился цветочек. Прячем лишние хвостики, оставляя только 2 длинных. Теперь с обратной стороны, с изнаночной, я провязываю цепочки из воздушных петель. Подцепляем какой-нибудь столбик, провязываем первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14 и 15 воздушная петля. Ниточку вытягиваю, обрезаю. Вот этой длины достаточно, чтобы потом из 2 таких привязать цветочек к волосам. Также со второй я делаю. Вот примерно присоединяюсь,
захватываю ниточку, чтобы получить петельку, и уже потом от нее набираю 15 воздушных петель. Завязываем. Можно еще один раз обернуть и вот с этой стороны завязать на узелочек. Можно так оставить, чтобы они болтались, эти два хвостика. В общем, делайте, как вам больше понравится. Цветочки на волосы готовы. Теперь нам остается только связать вот такую туфельку. Во втором варианте я решила связать ее желтым цветом. Начинаем вязать туфельки, набирая 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая воздушная петля. Со второй петли от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше в последний столбик провязываем 3 столбика без накида. Первый в эту же петлю, второй в эту же петлю, третий. По второй стороне цепочки вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем прибавку. Получилось сейчас 16 столбиков. Во втором ряду вяжем прибавку. 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше подряд провязываем 3 прибавки. Первая, вторая, третья. Вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Дальше провязываем 2 прибавки. Первая и в следующую петлю вторая. Закончили этот ряд, получилось 22 столбика. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. 1 столбик, прибавка. Второй раз столбик, прибавка. И третий раз столбик, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И провязываем 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. 1 столбик, прибавка. Второй раз столбик и прибавка. Закончили третий ряд, получилось 28 столбиков. Следующий ряд четвертый. Провязываем 28 столбиков без накида, только за заднюю полупетлю. Первый, второй, третий, и так вяжем до конца ряда. В пятом и шестом ряду мы вяжем также 28 столбиков без накида, только уже за полный столбик.
2 ряда. Провязали. В следующем ряду мы с вами будем вязать 4 убавки ровно посередине спереди. И смотрите, где у меня заканчивается ряд. Он идет не ровно посередине, а уходит немного в сторону. Поэтому до этих 4 убавок у меня будет сначала 8 столбиков, а после убавок будет 12. Если у вас ряд сдвигается, конец ряда переходит, например, немного правее, то вы регулируете количество столбиков между убавками. Например, провяжите здесь не 8, а 10 и в конце 10. В общем, смотрите, чтобы все было симметрично и ровно. Вяжем следующий ряд 7, 8 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и за переднюю полупетлю провязываем 4 убавки. Первая, получается, захватываю только переднюю полупетлю. Вторая, третья и 4 убавка. Видите, они у меня ровно посередине. И довязываю до конца ряда оставшиеся столбики. У меня это 12. Дальше будем вывязывать хлястик на туфельке. Провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Набираем 9 воздушных петель. Если этого количества будет мало, когда вы будете примерять туфельку уже на ножку, то перевяжите не 9 петель, а 10, например, или 11. Теперь складываем ножку пополам, ровно. И присоединяемся на противоположной стороне. Нет, получается вот сюда. Вяжем соединительный столбик. Воздушная петля, нить вытягиваем, пока не обрезаем, обязательно примеряем туфельку. Если вот эта часть узкая, сюда не помещается ножку, то провяжите, как я уже говорила, чуть больше воздушных петель. Вот такие простые, совсем не сложные туфельки. Они, кстати, на всех 3 девочках цветочков одинаковые. Я думаю, вы это и так заметили. Вот такая девочка у нас получилась. Для сравнения, вот такая была первая. Я надеюсь, что вы остались довольны результатом. У вас получилась прекрасная малышка. Благодарю вас за совместно проведенное время, за то, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами в следующих мастер-классах. Всем пока!